Субтитры на русском языке доступны в настройках видео. Наведи курсор на эту иконку, нажми субтитры и выбери русский. Приветствую вас, любимые зрители! В этом видео я подробно расскажу об изменениях ТТХ и ЛТХ Harrier 2 после обновления наемники. Всего было проведено 8 испытаний. Каждое испытание проводилось 4 раза. Я прогнал истребитель через полный цикл маневра и упражнений до и после обновления. Вот что именно я проверял. Предельная скорость у Земли, предельная скорость на высоте плюс-минус 1 км, время виража у Земли, а также на высоте плюс-минус 1 км, оба испытания на предельной скорости. Предельная скорость и время достижения высоты ровно 8 км. Предельная скорость и время пикирования до уровня 1,5 км. Убойность курсового вооружения, пушек по наиболее бронированной технике, что есть в игре, а именно нарколабе, которая выдерживает 47 типовых ракет или снарядов. Наконец, 8-е испытание коснулось предельной скорости при использовании ошибки игры, где летчик использует режим вертикального взлета в полете. Итак, давайте приступим. Сверху вы увидите изображение палубника до обновления, ниже – после. Первое испытание – средняя путевая скорость на полном газу. Показания скорости в первых двух испытаниях возьмем по прибору. Значение будет примерным, исходя из положения стрелки на шкале. Итак, мы видим, что у Земли Douglas Harrier 2 после обновления не изменился. Стрелка указателя скорости лежит на отметке в 160 миль в час, как и раньше. Продолжим. То же испытание. Высота плюс-минус 1200 метров. Мы видим, что достижение предельной скорости осталось примерно настолько же медленным, как и прежде. Может быть, вы заметили, что на нижнем изображении показания чуть ниже. Здесь небольшой косяк с моей стороны по части съемок. 220 миль в час, как и раньше. Третье испытание. Время виража у Земли на полном газу. Точка начала упражнения – вышка связи в Сэнди Шорс. Замер будет взят от начала отклонения плоскостей управления до выравнивания самолета после разворота на 180 градусов. Мы получили среднее значение до обновления, равное 4,28 секунды. После 4,29 секунды. Считаю, что разница в 0,01 секунду дает мне право заключить, что маневренность истребителя на уровне моря не изменилась. Третье испытание. Время виража на высоте плюс-минус 1 км. Испытание проведено на высоте 1400 метров. Маневр совершался вокруг вышки связи на горе Гордо. Точка входа – перпендикуляр между левым крылом и конструкцией вышки. Точка выхода – выравнивание самолета после разворота на 180 градусов. В итоге среднее время виража до обновления составляло 5,19 секунды, а после – 5,16. Считаю, что разница в 0,03 позволяет сказать, что маневренность палубника осталась без изменений. Летим дальше. Четвертое испытание. Время достижения ровно 8 км с вертикальной скоростью в условную единицу по прибору. Так, до обновления вертикальная скорость Харриера составляла 8 км за 1 минуту 14,27 секунды или примерно 107 метров в секунду. После 12 числа этот показатель изменился на 53 секунды в худшую сторону, что дает право говорить об отсутствии изменений по этой характеристике. Сколько это в метрах? Столько же, разница составляет лишь 70 сантиметров по примерным подсчетам в пользу нижней картинки. Шестое испытание. Предельная скорость и время пикирования до уровня 1,5 км на полном газу. В конечном счете мне все-таки удалось снять показания и вывести среднее значение времени пикирования в 15,79 секунды. Средний показатель после обновления составил соседние 15,89. И это снова дает оправданный повод говорить о сохранении старых свойств маневренности истребителя. Следующее испытание. Здесь снова есть косяк по части съемок. Верхнее изображение показывает меньшую скорость. С непривычки я не мог раскочегарить самолет быстрее в испытании до выхода обновы. Примите на веру, что расстройка Харриера вертикальным режимом работы двигателя никак не изменилась. В зачет пойдет нижнее значение, равное примерно 464 км в час или 290 милям в час. Заключительное испытание. Проверка убойности курсового вооружения, нулевая дальность стрельбы по авиационным меркам, мишень – наркогрузовик. Расстрел произведен с зажатой гашеткой огня в боковую проекцию большегруза. До обновления палубнику фирмы Douglas требовалось в среднем 9,92 секунды на полное уничтожение данной техники. После выхода обновления наемники 12 июня на это нужно в среднем уже 6,10 секунды. И это единственное изменение с самолетом, которое сделали разрабы. Сейчас я объясню, почему это плохо, даже при том, что в испытании мишень теперь уничтожается быстрее. У машины снижена скорострельность курсового вооружения, пушек. Лучше всего это видно по простой схеме, которую я нарисовал. Представьте, что область поражения при любых маневрах Харриера составляет полосу огня. Теперь представьте, что область поражения при любых маневрах того же истребителя оставляет только набор точек, показывающих ряд единичных разрывов огня. Скорострельность пушек палубника ухудшена по меньшей мере в 10 раз. По личным ощущениям считаю, что истинное значение испорчено даже в 15 раз. Меньшая плотность огня кратно уменьшает вероятность гарантированного поражения цели с единственного захода. Поскольку цель редко бывает неподвижной и постоянно перемещается, кроме того, что движется и сам самолет, итоговый шанс поразить обидчика или обидчицу снизился как минимум в 5 раз.
Что думаете по этому поводу? Озвучивайте свои мысли в комментариях, обменяемся новыми тактическими раскладами. А у меня на этом пока что все. Помните, что быстрее выхватить пистолет, чем перезарядить винтовку. Спасибо за просмотр, всем счастливо, я полетел. This is the end. You